Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Также не забывайте заглядывать в раздел Shorts и в раздел Сообщества. Там большое количество представлено узорчиков в готовом виде. Если вам узорчик понравится, нажимайте на ссылочку, и вы переходите на полное видео, где я показываю, как связать и из чего можно связать данный узорчик. Отдельный привет передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши просмотры, лайки, комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам вот с такими ниточками и с новым узорчиком. Итак, новички, кто еще с такими ниточками не работал, смотрите, называются они Alize, Angora Gold, Simli, значит, блестящие. Моточки здесь по 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлическая ниточка. Цвет сразу же назову. Цвет 452. Многим нравится такой цвет. На камеру он передается чуть-чуть немножко не так, но тоже очень красивый. И нам здесь советуют производители брать крючок вот от двоечки до четверочки. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Вот моя пряжа. Вы в свою очередь берете, можете такую же пряжу, можете свою пряжу брать, любую, демисезонную, зимнюю, летнюю. Самое главное, правильно прочитайте инструкцию, аннотацию к пряже и правильно подберите крючок, чтобы у вас все получилось. А так все узорчики универсальные. Один и тот же узорчик из разной пряжи может смотреться совсем по-разному. Из вашей пряжи может быть намного удачнее будет выглядеть, чем у меня. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка читабельная, все понятно. Кто умеет работать со схемками, можете приступать работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками, у вас все равно получится. Но при этом обращайте внимание на схему. То есть мы с вами провязали какой-либо элемент, посмотрите, как он обозначается в схемке. Провязали, посмотрели. И так незаметно для себя вы потихонечку начнете разбираться в схемках, так? И в дальнейшем любая схема для вас будет уже не проблема. Итак, смотрим. Раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я наберу, например, 5 раппортов. Это 30 воздушных петелек. Дополнительно 5 петелек для того, чтобы узорчик красиво ровно закончился. 35 итого. Но я еще хочу дополнительно с каждой стороны сделать по 2 петельки, для того, чтобы край нашего вязания был как бы более ровный, более сглаженный, как у палантина. Ну, вы увидите. Итого я планирую набрать 39 воздушных петелек, ну а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, для начала делаем все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек данную петельку не считаем. Теперь я набираю 39 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 и 39. Вот мой будущий образец. Далее в узорчике вы видите большое количество воздушных петелек, да, чтобы мы в них не запутались. Новички, давайте сделаем с вами вспомогательный ряд. Он будет состоять из столбиков с накидом. В столбиках мы точно не запутаемся. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. Накид. По порядку в следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки столбик с накидом. Наша с вами задача вот так вот в каждую петельку по порядку мы ныряем и провязываем столбики с накидом, сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько мы набрали с вами петелек в цепочке. Если я набрала 39 воздушных петелек, у меня будет 39 столбиков. Несложно, да? Все, и вот так вот аккуратно, монотонно, потихонечку идете до конца ряда. Не забывайте, что вот эти 3 петельки подъема, которые мы провязали самые первые, это имитация столбика с накидом, считается за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала.
Давайте самостоятельно до конца ряда, несложно, но в конце ряда встретимся. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Итак, для начала, смотрите, делаем воздушную петельку, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, провязываем столбик без накида. Раз. Смотрите по порядку. Следующий столбик, столбик без накида 2 и столбик без накида 3. Помните, я вам говорила, что хочу набрать 2 дополнительные петельки, да, с каждой стороны для столбиков. Вот эти петельки есть. Раз, два, это мои петельки. А вот этот, получается, последний столбик, это уже по узорчику. Дальше. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. В столбиках пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый провязали столбик без накида. Получилась вот такая вот высокая арочка. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 1 столбик и в следующий столбик провязываем столбик без накида. Маленькая арочка. Видите, большая, маленькая. Дальше опять 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в четвертый столбик провязываем столбик без накида. Опять большая арочка. Теперь маленькую провязываем. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 1 столбик и следующий провязываем столбик без накида. Поняли, да? Мы с вами чередуем большая арочка, маленькая, большая, маленькая. Дальше будет большая, маленькая и так далее до конца ряда. Понятно? Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот мы с вами провязали маленькие и большие арочки, так, и закончили мы как по схемке, большая арочка и столбик без накида. И здесь у нас остаются 2 столбика, столбик и 3 петельки подъема. Это те самые мои 2 петельки, которые я тоже планировала провязать с другой стороны, поняли, да? То есть у меня здесь получается по итогу столбик без накида и в третью петельку подъема тоже столбик без накида. По итогу у меня здесь 3 столбика без накида, закончила ряд. И начала ряд тоже 3 столбика без накида. Идем дальше. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И дальше, там, где у меня были столбики без накида, я их буду провязывать столбиками с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбика с накидом. На будущее вы здесь можете провязывать, как я, по 3 столбика, можете по 4, по 5, по 7, по 10, то есть на ваше усмотрение. Как бы принцип узорчика, когда поймете, дальше можете делать уже как хотите. Все, итак, смотрим. Дальше 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. Теперь переключаемся вот на нашу арочку, так, и в арочку провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. И теперь будем работать с маленькой арочкой. Смотрите, накид, нырнули, вытянули ниточку, подтянули. Вот так вот приблизительно на уровень столбика с накидом. Держим на крючке, не провязываем. Считаем. Раз. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. Накид сюда же. 4. Накид сюда же. 5. 6. И 7. Теперь смотрите. Аккуратненько берем ниточку и проталкиваем так вот ее через все петельки накиды. Оп, видите, провязали. Остались 2 петельки на крючке и их зафиксировали. У нас с вами получился вот такой вот пышный столбик. Видите? Дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. Переключаемся на большую арочку. В арочку столбик без накида. Как вам? Дальше опять повторение. 2 воздушные петельки. И в маленькую арочку мы провязываем точно такой же пышный столбик. Накид. Вытягиваем ниточку. Раз. Накид. 2. Накид. 3. Накид. 4. Накид. 5. 6. 7. Все вместе аккуратненько провязали до 2 петелек на крючке. И потом 2 петельки. Угу. Опять 2 воздушные петельки. Раз, два. И переключаемся на большую вот эту вот арочку. И столбик без накида.
И вот так вот вы чередуете столбик без накида, пышный столбик без накида, пышный столбик без накида. Дальше будет пышный столбик и так далее до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Если что, перематывайте чуть назад, смотрите еще раз, повторяйте, у вас все получится. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот мы с вами провязали пышные столбики. Вот такая вот интересная объемная красота получается. И вот мы, получается, в последнюю большую арочку провязали столбик без накида. Теперь 2 воздушные петельки. И вот эти вот наши 3 столбика без накида предыдущего ряда мы в каждый столбик провязываем столбик с накидом. 1, 2 и 3. То есть по схемке у нас 1 столбик, поняли, да? А я, получается, дополнительно еще сделала 2. Итого здесь получается 3. Дальше воздушная петелька подъема, поворот. И опять там, где наши столбики с накидом, мы провязываем столбики без накида. 1, следующий, 2 и в следующий 3. Теперь смотрите внимательно. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И наша с вами задача перепрыгнуть вот этот наш столбик, вот в эту маленькую арочку, и в нее провязываем столбик без накида. Теперь 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Перепрыгиваем наш пышный столбик, и вот следующую маленькую арочку провязываем столбик без накида. Вот такая вот большая арочка, а здесь маленькая арочка. Дальше маленькую арочку провязываем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И перепрыгиваем столбик вот в маленькую вот эту арочку перед пышным столбиком. Столбик без накида. Через столбик пышный перепрыгиваем, делаем арочку большую, 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот таким вот образом. И у нас с вами опять получается чередование. Маленькая арочка, большая, маленькая, большая. То есть как в самом первом ряду. Поняли, да? И вот так вот вы шагаете. 3 воздушные петельки, дальше маленькая арочка. До конца ряда. Да? Через пышный столбик большая арочка. Все, не сложно, не сложно. Как в первом ряду, просто мы сместили в шахматном порядке. Все, давайте самостоятельно и в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, вот. Довязали, получается, наш ряд с такими арочками. И заканчивается ряд у нас маленькой, вот видите, арочкой, то есть 3 воздушные петельки. Мы перепрыгиваем столбик без накида, вот эту арочку сразу же в столбики с накидом. 3 столбика, 1, 2 и 3 петельки подъема. И провязываем здесь столбики без накида. 1, 2 и в третью петельку подъема 3. Вот наши 3 столбика без накида. Дальше опять делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Наши вот эти вот 2 столбика провязываем столбиками с накидом. 1 и 2. Есть. Вот наши 3 столбика по итогу получается. Теперь смотрите. Я, получается, делаю 2 воздушные петельки. 1, 2. И вот эта та самая арочка наша маленькая, в нее делаем пышный столбик. Накид 1, потянули, накид 2, накид 3, накид 4, 5, 6, 7. Провязали и зафиксировали. 2 воздушные петельки. 1, 2. Переключаемся на большую арочку и провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки, переключаемся на маленькую арочку и в нее опять провязываем пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали, зафиксировали. 2 воздушные петельки и в большую, получается, арочку столбик без накида. То есть мы с вами повторяем точь-в-точь наш второй ряд, просто он у нас смещен в шахматном порядке. Видите? Все, а также все то же самое. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши пышные столбики. Вот такая красота. Заканчивается ряд тоже пышным столбиком, 2 воздушные петельки. И там, где у нас, вот у меня конкретно 3 столбика без накида, мы провязываем 3 столбика с накидом.
Раз. Следующий 2. И следующий 3. Все, ряд наш закончен, краешек ровный. Дальше воздушная петелька, поворот, сюда же, в эту же верхушку столбика, столбик без накида, второй столбик без накида и третий столбик без накида. Все, тут несложно. Дальше, смотрите, делаем 5 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5. Перепрыгиваем наш пышный столбик и вот следующую арочку провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Перепрыгиваем вот этот столбик и в следующую арочку столбик без накида. 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Перепрыгиваем пышный столбик и в следующую арочку столбик без накида. Поняли принцип, да? Раз, два, три. И в следующую арочку столбик без накида. Если внимательно посмотрите, мы провязываем точь-в-точь, как был первый ряд. Угу. И вот так шагаете до конца ряда. Возвращаетесь, получается, опять пышными столбиками. То есть, смотрите, сам по себе узорчик, он представляет собой 2 ряда. Арочки, пышные столбики. Потом сместились в шахматном порядке. Арочки, пышные столбики. Потом опять вернулись к первому ряду. Арочки, дальше пышные столбики. Получается раз, два, три, 4. Потом 5. Раз, два, три, 4. То есть 2 ряда, просто они смещены в шахматном порядке. Итого вертикальный раппорт получается у нас 4 ряда. Все, узорчик несложный. Мы с вами уже провязали вертикальный раппорт. Давайте дальше самостоятельно. То есть вы повторяете все с первого ряда. Понятно? И мы встречаемся с вами через несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится симпатично. Все, давайте. У вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что по итогу получается. С одной стороны воздушное такое, интересное, да, с другой стороны вот такие вот пышные столбики. Придают изюминку данному узорчику. Узорчик получается двусторонний. Где вам больше нравятся пышные столбики, такая сторона у вас будет лицевой. Вот наши столбики, получается, ну мои, да, я провязывала по 2 дополнительных столбика справа и слева. Видите, как будто рамочка. То есть все ровненько, аккуратненько. Если вы будете данным узорчиком взять палантин, то вы можете, естественно, делать в начале вот этот вот ряд, да, не 1, а 2 или 3. По бокам вы можете делать не 3 столбика, а 5, 7, 10, там сколько угодно, да. То есть это будет как бы такая вот законченная рамочка. Вот. Вот такой вот узорчик. Несложный, в копилочку ваших узорчиков. Можно взять из любой пряжи, поэтому пробуйте, вяжите. Из моей пряжи вот так вот он чуть-чуть совсем тянется, вот так побольше тянется. Из вашей может тянуться больше, может меньше, поэтому вяжите обязательно своей рукой, своей пряжей, своим крючком, своей плотностью вязания. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Вот, например, из моей пряжи, да, моей плотностью, моим крючком, у меня получается 39, я набрала воздушных петелек, вот, практически 17, без 1 миллиметра 17 сантиметров. И здесь получается арочка и пышный столбик, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12. И самый первый с новичками провязывали наборный ряд 13. У меня это получается вот 10 сантиметров. Да, узорчик растет, получается, не быстро. Да? Он легкий, тут запоминать нечего, много воздушных петелек, но пышные столбики забирают много пряжи. Помните, да, я говорила? То есть, если вы хотите сделать более эффектный узор, набирайте больше, да, получается, петелек, накидов будет более эффектно, но и пряжи скушает, естественно, больше. А так, вот такой вот узорчик, вашу копилочку. Если вы что-либо уже им вязали, пишите нам в комментариях, нам будет интересно, что вязали, какими ниточками, что у вас получилось. Угу. Ну, либо подбрасывайте идейки, куда можно применить данный узорчик. Если летние ниточки, то это топики, маечки, летняя парео, да. Либо это из демисезонных и зимних ниточек, это может быть и жилеточки, и шарфики, и палантины. Угу. Вот такая красота. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Заранее спасибо большое. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок, поэтому нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Жите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.